Ну что ж, смотрите, свеча горит. Может быть, вы не видите ее огня, но она еще разгорится. Она горит, вот она стоит. Мандарин на столе, конфета есть, ароматная палочка горит, в воздухе пахнет хвоей. И я надеюсь, что вы чувствуете запах хвои и аромат Нового года. Особенный, сладчайший тонкий аромат. Ну, разве что у меня нет бокала шампанским. Ну уж извините. Не держу я таких вещей у себя в массажном кабинете. Хотя, наверное, надо было бы держать. Иной раз после какого-нибудь массажика так и хочется бутылочку открыть и сказать: да здравствует то, что случилось. Ура! Ура, ура! Давай за это выпьем, оно того стоит. Ну вот, шампанского нет, есть чашка с водой, которую я попиваю здесь, чтобы горло не сохло. А чем оно хуже? Не хуже. Ну что ж, мои дорогие любимые, я хочу открыть тему. И, как всегда, приглашаю вас выключить сначала микрофончики. Я не знаю, какой получится сегодняшняя беседа. В голове и пустовато, и полновато одновременно. Может быть, будет не коротко, может быть, будет очень коротко, я не знаю. А кто его знает, как оно должно быть? Давайте ничего не будем загадывать, и как оно пойдет, так и пойдет. Мне есть чем с вами поделиться в этот чудесный Новый год. Но по определению я очень хочу, чтобы эта беседа была подарком для всех вас. Надеюсь, вы развернете обертку, и вам понравится тот подарок, который будет внутри. Друзья мои, ну кто не любит Новый год? Какой сумасшедший? Конечно, все любят Новый год. А я-то как его люблю. И всю жизнь его любил. Но иногда у меня были, знаете, двоякие ощущения. Были новые года, которые я проводил в семье своего папы, и это были особенные какие-то года. С одной стороны, они были очень вкусные, потому что в семье папы было очень вкусно и очень празднично, и была роскошная елка всегда. Все это мне очень нравилось. Но Новый год растворялся, вернее сказать, наверное, случался, скажем так, вот в атмосфере приуготовления к этому прекрасному празднику. А вот это приуготовление было для меня почти страшным событием. В самом деле, вот несколько лет подряд я с замиранием сердца ждал, как же будет в этот раз. Но все всегда чудесным образом повторялось. Накануне Нового года мои чудесные родные, моя бабушка, дедушка, мой дядя, моя тетя, они все начинали готовиться к празднику. У всех были деловые, я не знаю, вот все было такое деловое, и лица были деловые, и все начинали убирать дом, почему-то где-то там 30-е, 31-е, это генеральная уборка, и звучал пылесос, и все это вот убиралось, мылось, готовилось и ругалось. Да. В воздухе стояла страшная ругань. И это было потрясающе. Вот это-то и была та двоякость, о которой я хотел сказать. Вот это предвкушение радости праздника, а в воздухе страшная ругань. Деловые люди делают дело, готовятся к празднику, а кто-то там хочет слентяйничать, а кто-то хочет слинять. И вот, значит, баталия. Ну, я не могу все это передать, что я чувствовал в детстве, но вот меня даже в некотором роде это поражало. Ну как же так? Люди готовятся к празднику и так ругаются. И, в общем-то, это не потеряло своей актуальности. Очень часто я вижу, как люди что-то делают, и это дело для них так важно, что они совершенно не видят, а ради чего все это дело происходит. Вообще, любое дело, оно ради радости. Но нет дела, которое было бы не для радости. Покажите мне такое дело. Это очень странное будет дело. Конечный итог любого дела
радость того, кто рядом с тобой. Все есть, а радости нет. И люди за вот этим вот каким-то омрачением деловых отношений, какого-то дела, не видят, что самое главное, вот в этот момент вот быть радостью для того, кто рядом с тобой. И тогда из этой радости что-то и случится. Вот этого главного нет, отношения доброго нет, а дело есть. Ну и надо сказать, что этот год, он был не исключением делового приготовления к празднику, потому что у меня собиралось много гостей в моем синапном. Было торжественное открытие нового дома там в мой день рождения. А в сам Новый год опять пришли все чудесным образом, кто был у меня на день рождения, да плюс еще приехали прекрасные люди. Одним словом, я был озадачен тем, что мне надо приготовить пространство к гостям, и я отчаянно делал дело. Я бегом все делал, я настилал там линолеум, мастерил какие-то светильники, чинил отопление, в общем, что я только не делал. И, конечно, за всем этим делом я опять поранил свои несчастные руки, поранил палец, опять ударил по своему бедному ногтю. В общем, и повторится все как всталь. Аптека, улица, фонарь. Обратите внимание, что на первом месте аптека. Да-да-да, видно, не один я пальцы бил в этой жизни. Вот, так вот, значит, кручусь я, бегаю с молотками, с дрелями, а вокруг меня вьются собаки. И мешают мне работать под ногами, понимаешь? Ну вот надо им именно сейчас войти в дом и наследить. И лезть со своими, я не знаю, со своими слюнями, со своими лизаниями, и вот погладь меня, и вот приголубь меня. А у нас, я уже говорил, есть пес, который вообще как-то особенно относится к нам, потому что мы его приютили, и он, соответственно, все время подлизывается и хочет выглядеть хорошим, а с другой стороны, он действительно хочет счастья какого-то домашнего и все время себя сует. Вот ты меня погладь, и вот морду свою сунет. А тут, значит, я занят каким-то очередным приколачиванием, а пес лег у меня в ногах и не просто уже морду сует, а все лапы поднял и брюхо свое подставил. Мол, дескать, гладь меня и нежь меня. Но вообще не вовремя. И вдруг меня осенило. В этот момент, как я благодарен этому псу, я остановился, друзья мои, в своем деловом беге и стал гладить и чесать его брюхо, и услаждать этого пса, который пришел ко мне за этим услаждением. И вдруг я почувствовал, что пес сообщает мне нечто важное вот этим своим брюхом, вот этим своим желанием, чтобы его погладили. Я не сразу раскрыл это божественное послание, это пророчество, которое мне послано было через этого милого пса. Оно как будто бы потом вызревало во мне. Ну, почесал я брюшко, но отправил его куда-то там восвоясь и продолжал что-то делать, но не отпускало меня его брюхо. Потому что вдруг я почувствовал в этом псе дивное состояние. Пес был в дивном состоянии, когда я чесал ему брюхо. Вы знаете, что он делал? Он нежился. Он был в какой-то блаженной неге. Он развалился окончательно. Вот его ноги, они просто уже земли касались от того, как ему было хорошо, что я ему это брюхо чешу. Ему, видно, не часто это брюхо чесали. И вот случилось. И он был счастлив, этот пес. Это было настоящее блаженство. Уж я не знаю, какое блаженство у святых, но вряд ли оно больше, чем оно было у этого пса в этот момент. Но что самое интересное, что я тоже блаженствовал, когда я чесал ему брюхо. Мне было ужасно это приятно, что ему приятно.
И вот так вот мы минуты 3 блаженствовали и были оба в божественной неге. И я почувствовал, что в этой неге сама суть жизни. А для чего этот дом? А для чего этот праздник? А для чего эти гости? Для чего все? Да вот для этого мгновения неги, которое случилось в этом все. Ему, слава богу, не так много надо. Ему ни дома не нужны, ни вот эти вот канделябры, ничего не надо. Вот брюхо мне почеши, и вот счастье и случилось. Ну, на самом деле мы недалеко ушли от этого пса, по-честному. Нам кажется, что нам надо вот это, вот это, вот это для счастья. Да ничего подобного. Мы хотим, чтобы нам брюшко почесали. Мы хотим, чтобы нас приласкали, приголубили, вот так, как этого пса. И мы тоже, понимаешь, все распластаемся в этом счастье. И я знаю, что это так. Ну уж поверьте мастеру массажа. Потому как человеку больше ничего и не надо. И это хорошо. Кто сказал, что в этом что-то зазорное? Не избави Боже, да, это великая правда жизни. Но послушайте, деловые люди, мы с вами, как редко мы с вами позволяем себе такую блаженную негу. А ведь это же просто парадокс! Ради нее живем и ее себе не позволяем. И в культуре у нас удовольствие получать нельзя, радоваться нельзя, потому как значимость человека проявляется где? В страдании. Состояние жертвы, вот это да, вот к чему надо стремиться. И вот все стремятся туда. Ну так и вспоминается Венечка Ерофеев. И где бы найти место на этой земле, где нет героизма, где не стремятся, где нет энтузиазма, где нет от этого кошмара, на самом деле, который стал нормой. Пожертвуй собой ради кого-то, сволочь. Понимаешь, потому что если ты не пожертвуешь, ты жизнь зазря проживешь. И вот все жертвуют, все страдают в этой жертве. И все себя убаюкивают. Ай да молодец я, что плохо мне. Ай да молодец я, что страдаю. Ну ведь правда же. И так хочется иногда, вот рука тянется, вот позволить себе. Нет, не позволю. Мучиться буду. И так всю жизнь проживу в мучениях. О, Боже мой! Я понимаю, я сейчас художественно излагаю текст. Но, друзья мои, правда жизни гораздо проще. Но я это сплошь и рядом вижу в человеке. Вот приходят ко мне люди на массаж. И я вижу, как они не позволяют себе блаженствовать. Не-а. Они не позволяют себе быть в неге, им дарится эта нега, а они защищаются от нее, не хотят, не надо мне, ты мне дай там, я не знаю, здоровье дай, ты мне дай, вот чтобы у меня, я не знаю, там вот что-то было правильно внутри меня. Господи, а мне так все это скучно. И все эти разговоры о здоровье, о том, что вот надо что-то там поправить в этом теле. Да поправится, да случится все это, если тебе захорошеет, если ты позволишь неге случиться, потому что ты ее так хочешь. Но нет, человек не позволяет. И интересно, почему не позволяет-то? А потому что есть такой паттерн. И он живет и в культурной традиции, и в обществе, и, может быть, даже в наших генах. И паттерн в том, что чтобы что-то добиться, надо напрячься. Надо напрячься, надо выстрадать. И вот народ напрягается. Чтобы случилось, чтобы получилось. И вот это напряжение ради чего? Ради концентрации сил.
ради того, чтобы эффективно было. Вот вы понимаете, надо же собрать воедино все, что ты есть, и мощным таким, понимаете, ударом сотворить такие чудо, там, я не знаю, дело сделать и так далее. И это, вот этот героизм, вот этот способ жить через усилие, через напряжение, он везде. Вот куда ни сунься. И это прям всюду проповедуется, исповедуется и так далее. Но удивительно, как люди не замечают, что за этим напряжением, из-за этого напряжения не то, что не случается та самая собранность, которую они так хотят, а хотят они собранности, случается, наоборот, обратное. Случается полный разлад. Случается распадание целого, которое мы есть. Почему? А потому что, напрягаясь, фиксируясь в какой-то точке, мы не брежем об остальном пространстве. И мы не замечаем, как это происходит. Мы фокусируемся напряженно и мучаем себя этим фокусом. И не случается то, чего мы хотим. Потому что оно не может случиться таким способом. Не случается внутри напряжения собранности. Хотя мы своим детям говорим, ты соберись для того, чтобы написать текст. И вроде как все правильно, действительно надо собраться. Да надо, только не таким способом. И от того, что тебя напрягают для того, чтобы ты собрался, ты наоборот пугаешься, у тебя все из рук валится. Но есть другой способ жить. И есть действительно истинный путь к той собранности, которой так хочется, и которую мы правильно ощущаем как цель, как намерение, потому что мы действительно хотим собраться воедино, потому что мы предчувствуем, что наше существо есть некая вот эта чудесная мандала, некая композиция, которую очень важно собрать для того, чтобы она засияла. И действительно, чтобы мы стали сильными в этом сиянии. Потому что мы чувствуем, что вот здесь энергия случится, если я весь соберусь таки воедино. Но вот эта собранность, это и просто, и таинственно одновременно. И случается она дивным образом не от напряжения, а наоборот, от расслабления. Потому что наше существо знает свою красоту. Оно знает свой узор. Оно стремится в этот узор. Но мы парадоксальным образом не даем себе случиться тем напряжением, которое в нас пребывает. Мы так напрягаем вот эти струночки, эти каналы, которые в нас текут, эти ниточки, паутиночки, из которых соткано наше существо, что они уже и полопались, и напряглись, и ничего не перетекает по этим каналам. А чтобы потекла энергия и собралась воедино, надо что? Надо расслабиться. А расслабиться, оказывается, не менее трудно, чем напрячься. Боже мой, сколько людей я видел, которые хотят расслабиться. Я видел медитирующих, я видел йогов, я видел разные способы, которые люди изобрели для того, чтобы расслабиться. Не работает. Удивительным образом, и люди удивляются, все с точностью надо, да наоборот. В чем секрет? А секрет в том, что любое расслабление естественно случается, когда вдруг случается нега. Какое чудесное слово! Нега. Божественная нега. Сладкая нега.
которое вдруг случается от очень простых явлений в жизни. А, конфетка понравилась. И вдруг случилось что-то, что мы называем негой. Захорошело. Я не знаю, детство вспомнил. А может быть, просто запах хвои и захорошело. Ах, и в этот момент, когда захорошело, вдруг, что случилось-то? Расслабилось все внутри от этого хорошо. И сколько в жизни таких поводов для неги. Да все в этой жизни повод для неги. Потому что вся эта жизнь, она для неги. Это вкус, это цвет, это запах, это прикосновение, это мысль, это общение, это обстоятельства. Это все мы бесконечно можем перечислять. Вот эти обыкновенные чудеса жизни, от которых каждому из нас в какой-то момент захорошело. И случилась нега. Что интересно, что у каждого своя история. И у каждого свой какой-то канал чудесный, в котором случается нега, через который случается это чудо. И здесь то, что работает у меня, не работает у тебя. И это разговор про очень личную историю каждого из нас. Очень личное состояние. И оно личностно не только с точки зрения нашей индивидуальности, но и актуального момента. Потому что каждый момент, он свежий, он новый, и он несет в себе новую негу, новый повод для радости жизни. И как же это важно быть в этом контексте и позволить неге случиться. Вот она у наших дверей, вот она приближается к моему сердцу. Вот уже вибрация прикасается, и хочется жить от этой вибрации, хорошеет. Но сколько внутри нас идиотских механизмов, которыми мы отключаем себя и запрещаем неге быть. И в этом месте мы истинные, ну уж простите, мы себя убиваем. Я просто не хочу говорить какие-то жуткие слова. Но в тот момент, когда мы запрещаем неге случиться, мы себя убиваем. Потому что мы и есть эта нега. Давайте обернемся назад. Знаете, прямо перед Новым годом передо мной сидело много людей. И я спросил этих людей, что вы вспомните из этого года, который прошел. И люди стали вспоминать. Друзья мои, они не вспоминали о делах, они не вспоминали о вещах, они вспоминали свою негу, которая случилась у них в этот год. И это было 1, 2, 3 мгновения, от которых вот хорошо. И они помнят эти мгновения. И я вижу, как они за них держатся, люди. И как важно их было вспомнить, для того, чтобы вспомнить саму суть жизни, которая в этой неге. А ее больше нигде нет, этой сути. Мы можем какие угодно высокие рисовать себе идеалы, да только все эти идеалы забудутся от капельки мороженого, которое тает у нас на языке, и мы закрываем глаза, потому что нам так хорошо в этот момент. И может быть даже нам нельзя это мороженое, и может быть даже оно и не полезное, да. Нет, оно очень полезное, если от него хорошеет на душе, на теле, вот на существе. И очень важно позволить этому случиться. Потому что в этой неге чаяния нашего существа оно хочет жить.
И в этом позволении любовь, потому что это и есть ответ на чаяние. Это и есть отклик, эмпатия, что хотите, на самого себя, да нет, больше, на саму жизнь. И что интересно, что когда нега случается, то даже непонятно, кто кого нежит. А правда, а кто кого нежит-то? Ведь нега – это же про нежность как-то тонко. Кто кого нежит? Я сегодня думал об этом, да вообще по большому счету и правда Бог нежит. Вселенная нежит. И здесь ты сам себя нежишь, другой тебя нежит, или конфета меня нежит, кто кого, да не знаю я. Бог в это время и нежит, и нежится. Вселенная вся радуется твоей неге. И как же она радуется тому, что ты позволил ей случиться, этой неге. Но вот здесь-то интересное все-таки место. Как нам очиститься от тех паттернов, которые вот так нас глушат, заглушают зов жизни внутри нас. И я понимаю людей. Ну какая там нега, могут мне возразить. Вот смотрите, сколько страдания вокруг. Сколько беды! Вы что, нежиться будете, когда вокруг вас вон, голодающие люди помирают и так далее? А фашизм, а война, а жути все, которые нас окружают. А вы о неге говорите? Это что вообще? Это бред какой-то? Это какое-то издевательство? Нет. Именно потому, что есть война и все эти жути, я хочу говорить о неге. Потому что, если бы мы позволяли себе нежиться, не было бы войны. Не было бы всей этой жути, и болезней бы не было, и коронавируса бы не было, если бы мы с вами позволяли себе быть в этой блаженной неге. Потому что в этот момент случается удовлетворение. Потому что в этот момент возникает исполненность и собранность существа, которую мы так хотим, за которую так борются, которые так хотят, еще раз говорю, научить. Будьте собраны, будьте правильны, законы учите и так далее. А закон, он совершенно другой. И собранность возникает тогда, когда ты наконец-то расслабился. Когда ты, как пес, перевернулся на спину и подставил свое брюшко чудесное. Я не хочу сейчас как-то, вот я не знаю, мне не хочется уменьшить каким-то образом этот процесс, потому что он великий, по большому счету, но хочется подчеркнуть простоту того, что происходит. Так вот, удивительно, просто расслабился, друзья мои. Расслабился от того, что захорошело. Не от того, что медитировал, не от того, что асаны делал, не от того, что правильно питался. Нет, расслабился, потому что захорошело. И внутри этого расслабления, когда и мышцы расслабились вдруг, и сосудики, и много чего того, что и не знаем мы внутри нас, расслабилось, и существо, которое знает свою внутреннюю красоту, свою форму, оно стремится в нее, вот в эту мандалу свою чудесную, оно собирается само воедино, и ты становишься сильным. Это удивительно. И здесь действительно возникает момент самоисцеления, удивительного, которое случается просто потому, что ты вот так в этой неге создаешь среду для того, чтобы случилось исцеление. Может быть, многие, кого исцелил Иисус, самоисцелились. Мы говорим, Он сотворил чудо.
Да нет, чудо просто не могло не произойти, потому что им так захорошело от любви Иисуса, когда Он был рядом, потому что Он позволял человеку дышать, позволял человеку хотеть и доверять своему хотению. Я разрешаю тебе быть в неге. Пожалуйста, только ты сам себе разреши. Ты имеешь право, и больше того, ты стоишь того, чтобы быть в этом блаженстве. Чем ты занят? Ты же ради этого все делаешь, а это проходишь мимо. Зачем? Так вот, людям просто хорошело, и они исцелялись. И как это прекрасно, если бы это было... Нет, не было бы, ни в коем случае, никакого сослагательного наклонения. Да, было так, я хочу сказать. Я хочу это утвердить. И как это прекрасно, если мы действительно это утверждение услышим, потому что здесь действительное место чудесам. Потому что это не только про здоровье, которое может случиться в тот момент, когда ты просто расслабился, потому что занежился. Здесь все расслабляется. Ведь когда ты расслабляешься, и обстоятельства вокруг тебя расслабляются, и люди вокруг тебя расслабляются, и воздух становится другим, когда тебе хорошо. Это так чувствуется, когда человеку хорошо. Воздух меняется в пространстве. Уж не знаю, на сколько километров, но это так. И еще раз хочу подчеркнуть, не от медитации и не от духовных практик. Потому что в этих медитациях и в этих практиках некая, знаете, сосредоточенность. Вот прям, да, там и Дхарана, там и Пратьяхара, там и Дхьяна, там все такое прям, ух! И концентрируемся, и очищаемся, и сколько в этом действия. Да, все это красиво, хорошо и, наверное, даже нужно. Но мне очень хочется обратить внимание, что все это само по себе случается. В тот момент, когда человеку просто очень хорошо. И я думаю, что у многих йогов не получается. Не получается то, чего они так хотят. И у многих медитирующих. Потому что неги нет. Они вот этого главного как будто бы не ухватили. Зачем ты асану-то делаешь? Чтобы нега случилась. Чтобы тебе захорошело в какой-то момент. Зачем ты сидишь в этой позе лотоса, и у тебя уже попа болит, и уже хочется подвигаться? И если действительно тебе как-то плохо, да не надо с ума сходить. Потому что ты сидишь для того, чтобы тебе захорошело в этом просто сидении, чтобы вдруг блаженство от этого ощутить. Но люди мимо этого главного проходят. Как часто я вижу практикующих, и просто волосы на голове дыбом встают, когда ты видишь, что вот они проходят мимо главного, они все для чего-то делают, но только не блаженствуют в этом. Но только не нежатся они в этой асане. Вот мысль, которая крутилась у меня все эти дни, знаете, мы привыкли говорить, что душа в теле. А мне так хочется все время перевернуть. Нет, не душа в теле, а тело в душе. И вот эта душа, это и есть наше отношение к телу, которое в наших руках. Вот это тело, это воробушек маленький. Это котеночек маленький, младенчик, песик, кто хотите, кутенок. И вот это вот тело, оно вот в этой вечной, бесконечной душе, оно такое махонькое, душа-то она вечная, бесконечная. И если вот это вечное и бесконечное, да еще и холодное, ой, жуть-то какая воробушка берет. Представляете, вот эта душа, она такая большая и такая холодная, прям снежная королева. А ведь душа-то, она не холодная. И вот это большое и вечное, знаете, у нас космос всегда с холодом ассоциируется,
а оно не холодное. И мы можем вдруг это прожить, что внутри нас живет это вечное отношение, в котором нам хочется этого воробушка согреть, приголубить, понежить. И в тот момент, когда душа вечная, большая, нежит тело, она блаженствует от того, что блаженствует маленький воробушек у нее в руках. И никаких специальных духовных практик. Или, если точнее сказать, вот в этом-то и есть духовная практика. В том, чтобы улавливать негу в том, что есть. А она всегда есть. И каждый момент это приглашение на танец. Тебя приглашают потанцевать, тебя приглашают понежиться. И мы отвергаем приглашение на танец. Отвергаем приглашение понежиться. Нелепость. И вот я хочу сегодня, в Новый год, всем нам пожелать, чтобы мы с вами таки благословили самих себя. Я назвал беседу «Благословение», но не потому, что я хотел кого-то благословлять, избави Боже, ни в коем случае. Я хочу, чтобы каждый из нас себя благословил. Себя согрел, себе сказал: любимый, любимая ты моя, я позволяю тебе быть. Я позволяю твоим желаниям иметь место. Я позволяю тебе ту негу, которой тебе так хочется. Я люблю тебя и благословляю тебя. Это я говорю сам себе, друзья мои. И вот в этом месте единственное подлинное благословение, которое может быть. И безусловно, что если мы благословляем вот так себя, то на самом деле вот это себя, оно же все, потому что это и наши близкие, это и вот все, что вокруг нас. Потому что в этом благословении невозможно кого-то благословить, а кого-то не благословить. И если ты позволяешь себе нежиться, ты уж точно позволишь это ближнему своему, когда ему этого хочется. И ты заметишь, в чем эта нега. По крайней мере, ты начнешь сюда смотреть. А ведь сюда надо смотреть. На это нужно заточиться. Хорошее слово, современное слово. Заточенным надо быть, да? То есть вот сюда надо смотреть. А в чем эта нега? Во мне сейчас. А где она в ближнем? И вот в этом месте встречаться друг с другом, а не в каких-то деловых отношениях, которыми мы бесконечно, я не знаю, друг друга дубасим. Нет, давайте нежить друг друга каждый миг, а не вот огорошивать вот этим официозом, в котором мы просто, я не знаю, утонули в наше дистанционное время. Какой маразм. Друзья мои, вот на самом деле новогоднее обращение мое. Позвольте неге случиться. Что вы будете делать? Есть мандарин, конфету, или, может быть, вы испытаете прикосновение ладошки, или, может быть, еще что-то. А знаете, иногда очень важно подставить свой бочок. Да-да-да. Знаете, иногда мы с вами говорим: ой, меня никто не нежит. Вы знаете, никто бы этого пса и не понежил бы, с которого я начал, который пророк нашей сегодняшней беседы, если бы он брюшко свое не подставил мне. Вы понимаете? Ну, так бы я и делал свои дела. Так нет же, скотина себя навязала по полной программе. Уж она и сувала свой нос, и сувала свое брюхо. И не могло это просто не случиться, когда тебе вот так что-то суют.
Вот ты понимаешь, что ты не можешь просто уже пройти мимо равнодушно. И вот ты откликаешься таки. Так что, друзья мои, если вам кажется, что вас никто не нежит, вы обратите внимание, а вы, собственно говоря, вот суете свой нос-то, чтобы его приласкали, да, подставляете бачок-то, чтобы его погладили, или вы понимаете вот другое какое-то, позицию другую занимаете какую-то, уж не знаю какую, обратите внимание, что у вас за поза. Понимаете, очень неудобно приласкать, когда тут, понимаешь, совсем не так, как не дотронешься ни до чего. Да-да. Вот мы же такие, до нас ведь не дотронешься, избави Боже. Не трогайте меня, не трогайте, как это у вас, вы с холода. Обломов вспоминается, помните, в начале в самом. Вот. Так вот, друзья мои, это важное место. Подставляйте свои бочка жизни, и всегда найдутся руки, которые вас погреют. Они всегда есть. Я думаю, здесь тонкое место, и я погружаюсь в это последнее время. Я все время думаю о том, что вот одна только есть проблема – закрытость. Потому что как только ты открываешься, удивительным образом жизнь открывается тебе. Мы все сетуем, что жизнь закрыта. Да нет, она не закрыта. Это мы закрыты по отношению к жизни. И вот этот чудесный образ, что стоит нам только открыться, как весь океан этого мира, как в воронку начнет вливаться в нас. Только откройся, только подставь. Вот то, что можно погладить. И это такая радость для всех. Вот, друзья мои, я бы сказал, вот есть здесь новогодняя тема. И если мы с вами действительно сядем в эту лодочку и поплывем на ней, вот на лодочке, на которой будет написано «нега», да, вот это вот сладкая нега, то эта лодочка, она проплывет сквозь трудности и испытания, которые по определению всегда есть. Жизнь, она состоит из рифов, из мелководья, из трудностей. И это нормально. Было бы скучно, если бы всего этого не было. И еще раз говорю, я как-то немножко отвлекся от этой темы, от темы возражения. Ну а как же страдания? Вы что, нежиться будете, когда рядом с вами другие страдать будут через стенку? Ну да, это интересное место. Дело в том, что вот те самые страдания, они будут по-другому преодолеваться, если радость жизни будет проходить сквозь эти страдания. Знаете, я в детстве очень любил фильм «Дети капитана Гранта». Очень. Я благодарен просто и советскому кинематографу, который снял чудесный фильм, ну, наверное, Жюль Верну, потому что образ Паганеля, он вот, ну, просто реально меня всю жизнь вдохновлял. И не потому, что песенка там правильная, а потому что вот был там человек, который во всех трудных обстоятельствах не кис, который был жизнерадостен. А в этом-то и есть жизнерадостность, когда ты нежишься в жизни. И в любой ситуации, понимаете, жизнь не прекращается. Божественное присутствие, жизнь всегда божественное присутствие, и поэтому божественная радость. И в любой ситуации, какой бы трудной она ни была, можно нежиться. Вот чем-то там своим и опираться, внимание, опираться на эту негу, на эту константу радости жизни, несмотря ни на что. Да, разное будет, но все это изменится, пройдет, и это пройдет, помните, да, и время и это сметет, а моя нега, она останется. Потому что она есть нечто чудесно вечное, что не забывается, друзья мои. Еще раз говорю, вспоминая, оборачиваясь назад, что мы с вами вспоминаем? Моменты этого простого человеческого счастья.
божественного счастья. Моменты, когда мы нежились в лучиках солнышка, на пляжу, подставляя свои бочка. Ну хорошо нам было. И это прекрасно. И это не банально, друзья мои. Это нормально. Это красиво. Потому что это про радость жизни. Я понимаю, что здесь какое-то скользкое место. А что же все те, которые пьют пиво, понимаете, греют животы и едят шашлычок, они вот прям святые, что ли, получаются? Они у нас нежатся до бесконечности. А вот вы знаете, это ж не факт, что они нежатся-то. Не-а. Я вот смотрю на таких людей, иногда думаю, нет, вот как раз они дико страдают, что им нужно пиво, шашлык и пузо греть. Потому что, напротив, они как будто бы не знают, что такое подлинное блаженство. Вот когда они вот в этих внешних каких-то очень вещах хотят забыться, что ли. Интересная эта точка, потому что ведь в этой неге еще есть момент забвения. И в неге невозможно оказаться, если ты не отключился, если ты не забылся в этой неге. И человек как бы вот идет на ощупь, и он вот знает, что там, где забвение, там хорошо, там вот полегче будет. И поэтому люди все идут в забвение. В своих праздниках, в своих каких-то ярких событиях. Они через все, через это хотят забыть ту реальность, которая их окружает. Но вот позвольте сказать, в подлинной неге удивительным образом присутствует совершенное забвение и совершенное присутствие одновременно. Нега, она не от наркотика. Хотя, наверное, и наркотики можно использовать как-нибудь во благо, не знаю. Но она удивительным образом просветляет. Она, с одной стороны, забвение, а с другой стороны, вот яснейшее состояние сознания. И мы это знаем, как просветляет нега. Как она отрезвляет, как она возвышает. Банальное, простое вдруг становится высоким и великим, если ты действительно подлинно нежишься в этом. Подлинно, понимаете, вот вкушаешь жизнь и радуешься ей. Я желаю нам всем такой трапезы жизни, друзья мои. И вот прям, ну вот догоняет меня мысль. Знаете, что очень важно, друзья мои? Ну просто вот, ну не могу об этом не сказать. Негу нельзя догнать. Когда мы ее пытаемся догнать, она убегает. Ее нельзя синициировать. Как только мы начинаем инициировать, она убегает. Ее нельзя повторить. Потому что как только ты ее повторяешь, она уже скучная. Нега, она случается. Ей надо позволить случиться. Ей надо довериться. И тогда чудо происходит. Это очень важно, понимаете? Потому что все сейчас ломанутся искать эту самую негу. И пока все будут бежать за ней, она будет убегать от нас. Она вот не так случается. Но как же интересно исследовать, вот как она случается. Как интересно быть в этой тонкой точке. Это вкуснее любой конфеты, друзья мои. И именно эту конфету я вам желаю в Новый год. Пусть вам будет сладко от этой конфеты. Вот, друзья мои, нежьтесь, я разрешаю. А теперь дело за вами. Сами себе разрешите, пожалуйста. Ну не скупитесь, а. Ну будьте вы щедрыми, в конце-то концов. Ну позвольте вы жизни быть, пусть она происходит. А теперь включайте свои микрофончики, я буду счастлив, если вы меня закидаете гнилыми яблоками.
всякими тухлыми яйцами. Ну, закидайте, пожалуйста. Ох, как это я люблю. Пожалуйста. Ну, я знаю, что на меня смотрят. Можно? Да, да, пожалуйста. Можно я начну не с гнилых яблок, а с благодарности. Ай-яй-яй. Это благословение, о котором ты говорил, оно со мной случилось этим летом на фестивале. Я поняла, что мои желания, которые я раньше считала эгоистичными, мои какие-то вздорные стремления имеют место быть. И нужно их себе позволить. Ну и под этой эгидой я живу последние вот эти вот полгода. И знаешь, вот эти вот состояния расслабления, которым, ну, насколько я поняла, может быть, я что-то неправильно понимаю, вот хочу уточнить. Знаешь, надоедает бездействие, вот эта расслабленность, и именно в труде, в каком-то напряжении, моральном, физическом, я больше нахожу удовольствие, потому что в основном я всегда пребываю как раз-таки в расслабленности. Мои Поэтому у дорогие. меня немножечко здесь наоборот. Нет, 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 ни в коем случае не наоборот, а именно в точку, именно это иллюстрация того, о чем я сказал. Друзья мои, когда я говорю о расслабленности, я говорю о чудесном состоянии, которое есть внутри неги, внимание. А нега, она может быть от труда, от творчества, от мандарина, от человека. Еще раз говорю, и список бесконечен, потому что любое явление жизни, оно может дарить это чудесное захорошело. Это не расслабленность как самоцель, это не расслабленность как состояние, которое отдельно. В этом-то и проблема тех, кто очень часто занимается духовными практиками, потому что они отдельно ищут расслабленности. А давайте сейчас ляжем в йогу-нидру и расслабимся. И ничего ни у кого не получилось, конечно же. Потому что там в глубине нет никакой расслабленности. Потому что там, может быть, из 90% тех, кто сегодня лежит на полу в шавасане, расслабляется именно тогда, когда он лопатой копает землю, и ему хорошо от того, что он копает, и он негу испытывает в этом копании, и поэтому он расслаблен. Напряжение – это гораздо более тонкое состояние. Напряжение – это несогласие с тем, что происходит, когда мы не согласны с тем, что вообще-то там, я не знаю, нас перечеркивают, я перечеркиваю, вообще кто-то перечеркнут. И от этого напряжения, от несогласия, любое напряжение – это сопротивление. И когда я хочу трудиться, а мне говорят «ляг в шавасану», то я недоумеваю, я не могу расслабиться в этой шавасане. Для меня счастье трудиться. Я трудоголик. Я расслабляюсь только, когда я вкалываю. Это иллюстрация. Огромное спасибо, Юленька, потому что это очень важно было подчеркнуть, чтобы не осталось как раз вот этого неправильного представления расслабленности. Это не самоцель. Это случается только тогда, когда хорошеет. Да. Поняла, что противопоставление было изначально вот в момент, когда ты трудился над постройкой благополучных апартаментов для гостей, и тут вот отвлекся от этой вот как бы напряженной, серьезной деятельности и позволил себе расслабиться. Правильно! Потому что когда я напряженно трудился и резал пальцы во время напряженного труда, я явно не был в неге. Я не наслаждался тогда этим трудом. Если бы я им наслаждался до конца, если бы я в нем купался и нежился в этом труде, я бы немножечко по-другому все делал. Я был в истерике. Я боялся, что я не успею. Это другое немножко. Понимаешь, я был деловым человеком в этот момент. Дело мною владело. О, хороший каламбур получился, да? Дело мною владело. А вот не дело должно владеть-то, а нега, вот это чудесное, а поистине удовольствие от того, что я делаю. И когда всегда вот это движущий момент, вот тогда и пальцы будут на месте. Здесь я
не то чтобы противопоставляю, я просто показываю, в какую ахинею мы можем провалиться. Я не хочу вообще ничего противопоставлять, потому что противопоставление, ну, это немножечко больной прием. Я скорее хочу показать, куда мы можем провалиться, парадоксально, непонятно зачем, в какой ахинее мы можем пребывать, когда можно по-другому, когда можно наслаждаться, чем я занимаюсь. Зачем? Для меня вот этот вопрос «зачем?» он очень всегда актуальный. Вот. Помните этот замечательный анекдот? Я его, наверное, уже рассказывал. Едет там, допустим, Илья Муромец или Алеша Попович, да неважно кто, ездит. И вот, значит, перед ним Змей Горыныч. Тот выхватил меч и давай ему одну голову, значит, отсек, вторую отсек, а третья пока еще есть. Она говорит: стой, что хочешь-то? Как что, напиться хочу? Да вот же озеро, пей, кто тебе не дает-то? Понимаешь? А вот, понимаешь, вот напиться хочу, сейчас голову буду отрубать. Да подожди, ты просто попей. Кто тебе мешает-то? Кто тебе сказал, что это Змей Горыныч препятствие такое? Нет, он просто Змей Горыныч, ну пасся себе, травку ел, понимаешь? Никакого огня не было из него. Вот. Но суть в том, что мы деловые люди. И вот эта деловитость, это интересное место, потому что вот она может оборачиваться таким парадоксальным состоянием, когда мы сами себя исключаем в наших делах, когда мы теряем ниточку сущности любви, потому что еще раз говорю, что бы мы ни делали, да, то есть это же интересно, мы делаем и ругаемся, да? Ну вот я начал с того, что в доме папы там часто приготовились к Новому году, и вы не представляете, какое было настроение у всех, когда перед боем курантов, да, провалиться сквозь землю всем хотелось, вот. Вот зачем все это, да, то есть я все это делаю для чего? Для того, чтобы тебе захорошело, чтобы тебя понежить этим, а не для того, чтобы в доме было чисто. Внимание, да? Вот женщина хочет убраться в доме, чтобы в доме было чисто. Нет, я хочу убраться в доме, чтобы вас понежить этой чистотой. Да, понимаете? Чтобы было вот это интимное прикосновение в этой чистоте моей души к вам. Я не для того, чтобы дома было чисто. Я для того, чтобы вам было приятно здесь. И когда вот это во главу угла, то нет безумия, в которое превращается любое хорошее, доброе дело, когда мы в него погружаемся. Очень часто. И тут уже шашки наголо. И мы не замечаем, как мы теряем вот это. А зачем все это? Да, и остается только дело как таковое. Жуть. Вот моя радость, Света. Так что я поздравляю тебя, что у тебя есть такой чудесный повод для неги. Труд. Обожаю трудиться и нежиться в труде. Понимаете? Абсолютно. Мне очень это нравится. Но я все-таки хочу больше кислых яблок или каких-нибудь там тухлых яиц. А, мои хорошие? Ну, какие еще ощущения у кого? Спасибо за ответ. Я подытожу, я правильно поняла, что заключается вот эта вот цель в том, чтобы вспомнить, зачем ты это делаешь. Тогда даже самый неудобный, некрасивый труд будет приносить удовольствие. Вот ты хорошую вещь сейчас сказала. Да, единственное, что ты знаешь, вот не просто вспомнить. Знаешь, мы часто многие вещи вспоминаем, но воспоминание, оно не то чтобы не работает, как будто бы, но оно становится еще одной проблемой, что ли. И воспоминание, оно немножечко нас тоже гложет, как будто бы. Я хочу, чтобы мы прожили не просто воспоминания умом, ну, я не знаю, больше. Я хочу, чтобы мы, еще раз говорю, вот ничего другое не приходит в голову, отдали себя неге. Вот какие чудесные слова связаны с этим словом нега. Смотрите, отдали
я отдал себя неге. Ей надо себя отдать. Ей надо позволить случиться. И это не просто я вспомнил, и теперь я вот буду к этому идти. Ты хорошо еще сказала цель. Подождите, я не хочу, чтобы это становилось еще одной целью. Это будет еще одним делом, и это будет еще одной проблемой. Нет, здесь я хочу, чтобы охваченность возникла. Это когда ты, ну вот понимаете, вот подул ветерочек, а ты щечку подставил. У тебя же нет цели, что у тебя сейчас щечки там захорошело, или вообще там... У меня нет цели подставить щечку. Вы понимаете? Я просто щечку подставил. И я вот этого хочу. Понимаете? Я вот сейчас, между прочим, разговариваю с вами, а у меня вот здесь внизу на стульчике палочка стоит ароматная. Вот прямо вот здесь. И она благоухает. И каждый раз, когда я наклоняюсь, я не просто так наклоняюсь, между прочим, к вам. Я не только к вам наклоняюсь. Я еще к этой ароматной палочке. А такой аромат приятный. Я нежусь в этом аромате. Понимаете, у меня нет цели. Я отдаю себя просто тому, что меня охватывает, что меня захватывает. И я понимаю, что здесь да будет благословенно священное безумие, да, потому что для того, чтобы отдать себя этому аромату, этому ощущению, этому вкусу, этой вибрации, надо забыть себя. Надо забыться. Слишком много памяти вот в нас. Это я все время откликаюсь на твое слово. Ты сказала вспомнить, поставить цель. Не так хочу я. Я хочу, чтобы ты просто... Ой, захорошело что-то. А можно еще, а? Можно еще? Ну, мало. Ну, можно еще. Можно попросить вас еще? Знаете, я с утра прошу иногда, чтобы меня массировали, там, детки, там, ближние. И знаете, вот так и подставляю бока, так и подставляю, можно еще. Я вот только про это. Вот про эту охваченность. И не стыдиться этой охваченности, не стыдиться своих желаний, не стыдиться своей неги. Потому что мы все стыдимся своей неги. Полный бред. Но ведь этим охвачен мир. Он охвачен стыдом от своей неги. Ну, по крайней мере, в нашей стране это культивируется, это есть. Не знаю, что там у них на Западе, но у нас это прям в крови. Вот чтобы стыдно стало от того, что хорошо было. Это ж гениально. Нам вот обязательно. Причем, ладно, по отношению к себе. Мы других в стыд вгоним. А что это вам хорошо было? Пусть вам теперь стыдно станет. Что вам хорошо было. Нет, ребят, это просто... Это и смех, и грех. Правда, в одном месте. Вот, так вот, друзья мои. Пусть вам не будет стыдно за ваши чудесные желания, за вашу негу прекрасную, которая внутри вас живет, и дайте ей жить, отдайте себя ей. Это то, что соберет и тело, и душу воедино, и станет и здоровьем, и просветлением внутри нас. Понимаете? Просветление не стяжется позой лотоса. Просветление приходит от неги. Знаете, что случилось с Буддой под деревом Бодхи? Ему просто захорошело там. Все думают, ой, что ж там произошло-то, а? Послушайте, он же ведь, вы помните, перед этим постился, он 7 лет бедный, не ел ничего, не пил ничего. Аскеза у него была какая-то великая там. Ходил бедный без одежды, все практиковал. Фу, плюнул, сел под это дело, под это дерево. А ветерочек такой хорошенький, понимаете, а пахнет так хорошо. И захорошело Будде. И вот тут-то просветление случилось. Вы понимаете, ему просто захорошело, он просто отдал себя нежному ветру, который его охватил в этот момент, своей неги. И вот тут Будда и случился. Вы понимаете? Ах, ой, как хорошо. Вот ведь кажется просто. А вы попробуйте. Вот что ж не получится.
Вот, друзья мои, я хочу, чтобы вы еще что-нибудь сказали. Ну, скажите, пожалуйста, новогодние, может, новогодние пожелания, я не против, я за. Новый год, друзья мои, на дворе. Да, Оксаночка. Я в празднике-то хорошо, всем захорошелось. Работы нет, такое милое безделье, путешествие вот у нас в частности. Вот, так что тут все логично, мы готовы хорошеть. Великолепно! А вот теперь очень тонкое место. Ты же не просто так сказала. Я чувствовал ерничание в твоих словах и тонкий сарказм. Я понимаю, вот в праздничке-то оно легко. А вот сейчас вот вернемся в этот ад, в эту Москву, понимаешь, заснеженную, и в эту работу труднейшую какую-нибудь там, я не знаю, нежеланную, я не знаю, вообще во много чего. И вот как там с вашим захорошело, да? И вот вы знаете, можно... Ах, как этот, я не знаю, как сказать здесь. Вот вы знаете, для меня каждый год, ну вот сейчас все поменялось, вообще, когда я был в режиме работа-отдых, то год у меня начинался летом, а не 1 января. Именно летом. Потому что летом мне хорошело. Ну, 1 января это скорее про труды какие-то. А вот когда летом ты и пузико погрел, и ветерочку, щечку подставил, и хорошо, вот правда захорошело. И вот когда я приезжал домой, меня охватывало все, что вокруг, оно набрасывалось на меня. А я, знаете, вот так вот замирал и сохранял внутри себя вот это вот то, что было там у меня, в Крыму, там, когда я отдыхал и так далее. Я так замирал и блаженно проходил, пронося вот этот, как Данка, понимаете, этот факел пронес, я проносил свое блаженство, которое было внутри меня, сквозь вот этих вот тигров и их зубы, которые вот на меня набрасывались. Вы знаете, ведь вот прозвучала тонкая вещь сегодня. Вот эта нега, о которой мы говорим сейчас, это очень личная история. Очень личная. Вот в этом месте я всех приглашаю нас побыть подольше. Потому что здесь такие глубины. В том, чтобы вот к себе относиться более личностно. Не как к общему человеческому существу, а как уникальному человеческому существу, который имеет уникальную негу, уникальные ощущения. Вы понимаете? И как же важно ценить вот уникальность личностного ощущения. Я тут вспоминал Лорку, Гарсия Лорка. У него есть такое стихотворение, найдите его в интернете, я помню только одну фразу. «О, как я люблю одинокий человеческий голос». Это очень сильная фраза. Знаете, мы же привыкли к тому, что там церковь, община, юнити и так далее, все мы вместе, все мы одно тело, да, все это здорово. И вот Лорка среди этого общего хора, среди этой симфонии, которая за объединение и так далее, он говорит, как я люблю одинокий человеческий голос. Как это трогательно. Вы понимаете, вот как это важно понять, что этот одинокий голос, такой единственный, это самый важный голос. Понимаете, вот есть общий голос гармонии, хора, вселенной, потрясающий хор. Но не было бы этого хора, если бы не было одинокого голоса, который звучит внутри этого хора. И как важно его слышать, этот одинокий человеческий голос, который хочет простого чувства, простой неги в этой вот сложной жизни, в которой мы с вами живем. Поэтому, что я хотел сказать, Оксаночка, мне очень приятно, что ты уже ищешь в интернете. Я уверен, что ты найдешь. Если не найдешь, то я пришлю. А ты уже нашла? Ах, пропал голос, пропал звук, Оксаночка, почему-то нет звука. Может быть... А, вот сейчас появился. Я люблю человеческий голос, одинокий
одинокий человеческий голос, измученный любовью, и дальше вот я должна найти, да, измученной любовью и вознесенной над гибельной землей и так далее. А какие слова, Оксана, а? Какие слова? Вообще, на самом деле, его стоит вот прочитать громко. Это потрясающее стихотворение. Вот, я нашла целый кусок. Я люблю человеческий голос, одинокий человеческий голос, измученный любовью и вознесенный над гибельной землей. Голос должен высвободиться из гармонии мира и хора природы ради своей одинокой ноты. Вот так. Вы чувствуете? Какие слова? Так вот, друзья мои, почему я вспомнил это стихотворение? Потому что очень важно беречь свою личную историю. Понимаете? Очень бережно относиться к своему голосу внутреннему, к своим ощущениям тонким, трепетным. Потому что это самое драгоценное из всего, что у нас есть. И если мы с вами сохраняем верность этому одинокому голосу внутреннему, ценим его, трепещем перед своей уникальностью, перед уникальностью своего ощущения, перед уникальностью своей неги, то в любых обстоятельствах мы с вами будем живыми. Нас не убьют эти обстоятельства. Помните, Пьер Безухов говорит: вы хотите убить мою бессмертную душу? Не выйдет. Вот весь этот мир такой не понимающий, он кажется нам тупым каким-то и так далее, но он ничего не сможет сделать, если мы проносим внутри себя вот этот трепет по отношению к своему личному переживанию, к своему личному чувству, которое у нас есть. И если мы отдаемся своему личному чувству. Вот, на мой взгляд, здесь сим победа. Вот здесь, вот то место, где Иисус прошел сквозь толпу. Вот, мои хорошие, мои родные. Но я так рад, что мы побыли вместе в Новый год. Как это ценно. Знаете, ведь на самом деле, в Новый год собирается вся семья за столом. И сейчас наша семья, нашего клуба, хотите его не клуб называйте, какая разница, как это называть. Но вот есть эта семья, и она сейчас собралась за этим столом. Право, я сожалею, что у меня нет шампанского, что я не могу открыть сейчас бутылочку и налить шампанского и чокнуться вместе с вами. Но сердцем я это делаю. Это великая радость, что мы есть друг у друга, что мы такие единственные, такие уникальные, такие красивые в своей единственности. Я счастлив, потому что как встретишь Новый год, так и проведешь его. Так вот, я рад, что он встречается нами вот сегодня в этой беседе. Мои хорошие, с Новым годом!